Друзья, добрый день! Сегодня я предлагаю приготовить талму. Это праздничный вариант рецепта. Для него я беру мякоть говядины и немного жирной баранины. В этот раз я возьму пашину, а также жир с бараньих ребер. Разрезаю мякоть говядины на небольшие кусочки для того, чтобы промолоть ее через мясорубку. Также я буду использовать жир, который был на говядине. Теперь отрезаю пашину и также нарезаю небольшими кусочками. На килограмм говядины я использую 500 грамм баранины. Можно взять другое соотношение. Килограмм 300 грамм говядины и 200 грамм курдюка. Бараньи ребрышки я оставляю целиком, потом покажу, как я их буду использовать. Как вы видите, фарш получается достаточно жирный. Прокручиваю его один раз через среднюю решетку мясорубки. Теперь нарезаю мелким кубиком 3 крупные луковицы. На такое количество мяса я беру 500-600 грамм очищенного лука. Обжариваю его или на топленом масле, или на смеси растительного и сливочного. Вот такой красивый и золотистый он должен получиться. Измельчаю пучок укропа и пучок кинзы. И зелень и лук нужно порезать мелко, так как через мясорубку я их прокручивать не буду. В праздничном варианте талмы я обязательно использую фрукты или сухофрукты, а иногда и то, и другое вместе. В этот раз я взяла айву. Если айвы вы не найдете, можете взять кислое яблоко. Айву я не очищаю, просто нарезаю на дольки, удалив семена. Айва у меня большая, поэтому я использую половинку. Из сухофруктов в этот раз я взяла сливу Викторию. Она кисло-сладкая по вкусу. Можно взять кислую сливу, а можно взять чернослив, что вы больше любите. К фаршу добавляю сырой промытый рис, измельченную зелень и обжаренный лук. Количество ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании к видео. Добавляю черный молотый перец, соль и красный острый перец. Из трав я беру сушеный фиолетовый базилик, перетираю его в руках и добавляю к фаршу, а также пару горстей чабера. Чабер – это не чабрец, не путайте их, вкус будет совсем другой. Добавляю немного холодной воды и хорошо вымешиваю фарш. Вымешивать нужно примерно 10-15 минут. Нужно, чтобы в фарше образовались тонкие белковые нити. Отправляю фарш в холодильник примерно на 30 минут. Виноградные листья разворачиваю и помещаю в горячую воду. Ставлю их на огонь, но не кипячу. Держу примерно 2-3 минуты. Затем промываю под холодной водой и откидываю на дуршлаг. У листиков удаляю хвостики и начинаю закручивать талму. Кладу лист глянцевой стороной вниз, разравниваю так, чтобы не было никаких дырок. И выкладываю полную чайную ложку с горкой фарша. Сворачиваю талму достаточно туго. На 1,5 килограмма фарша у меня уходит примерно 2 банки листьев по 750 мл. Дно кастрюли выкладываю виноградными листьями. Можно использовать те листья, которые или очень жесткие, или порвались, или просто остались лишние. Нижним рядом идут бараньи ребрышки. Бульон благодаря ним получится очень вкусный и насыщенный. Это не обязательный шаг, но поверьте, талма получается тоже намного вкуснее. И эти ребрышки потом очень вкусные. Добавляю соль и черный молотый перец. В промежутке между ребрышками укладываю айву и сушеную сливу. Получается ровная поверхность, и теперь очень удобно выкладывать талму. Выкладываю я ее по кругу.
Если в последнем ряду у меня в середине осталось место, то заполняю его или сухофруктами, или айвой. Теперь заливаю теплую воду, так чтобы она полностью покрыла талму. Сверху устанавливаю тарелку и тяжелую ступку. Готовлю так до закипания, а когда талма закипит, гнет убираю и накрываю крышкой, ставлю на минимальный огонь и готовлю до готовности талмы, примерно 40 минут. Обычно талму я подаю с лимоном и соусом. Для соуса смешиваю мацун, чеснок и немного соли. Это очень вкусный рецепт талмы, и если вы никогда ее не делали сами, то обязательно попробуйте. Я уверена, вам понравится. Посмотрите, какое красивое и аппетитное блюдо у нас получилось. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Желаю вам хорошего дня и вкусной еды.